привет! Вы на блондине. И сегодня у нас тема «Подруги – это зло». Я хочу представить вам нашу гостью, которая в лишних представлениях не нуждается, потому что YouTube-канал «Блондина» знают многие. Итак, у нас в гостях блондина. Привет, блондина. Привет, блондина. Хорошо выглядишь? Стараюсь. Ты тоже ничего. У тебя что, действительно нет подруг? Почему же? Есть одна. Это мой парень. Вот как? Как так? Ну да, мой парень. Он для меня и любовник, и друг, и подруга, и соратник, и партнер, и брат, и сестра, и любовник. Ты уже говорила? Да. Ну, для меня все, и даже муж. Муж. Ты замужем? Нет, конечно. Для того, чтобы выполнять функцию мужа, не обязательно быть мужем. Можно оставаться любовником. Это же очевидно. Ты что, будешь с этим спорить? Я имею в виду подруг женского пола. У нас сегодня тема «Подруги – это зло». Просто я посмотрела твое бесподобное, прекрасное, потрясающее, уникальное. Я бы даже сказала, ни на что не похожее, невероятное видеозло, и мне захотелось поговорить с тобой именно на эту тему. Ужас. Ты представляешь? YouTube ему присвоил категорию 18+. Я не знаю, что теперь с этим делать. Я подавала апелляцию, отклонили. Может, ты мне объяснишь, за что? Да, но там на 3-й минуте такое. Какое? Такое. Такое, как у всех? Да нет, в том-то и дело, что не такое. Далеко не такое. А я что, виновата, что оно у меня именно такое? Не такое. Бесцеллюлитное. Вот YouTube и присвоил категорию 18+. Ты хочешь сказать, что если бы оно было целлюлитное, то YouTube бы не присвоил 18+? Послушай. Целлюлит примечателен тем, что он есть и в 18-. Видимо, оно на 3-й минуте прозвучало так ярко, что вышло за рамки 18- и плавно перешло в 18+. Мы же все в сообществе. Да-да, конечно. И мы все следим за тем, чтобы не нарушать правила сообщества. Да-да, конечно, мне даже и подумать страшно. Вот и не думай, никогда не думай, забудь о том, что надо думать. Так, стоп, подожди. Мы ушли от темы. Итак, у нас сегодня тема «Подруги – это зло». Ну да, все-таки было. У меня была подруга, у нее был муж. Теперь у меня нет подруги, у нее нет мужа. А началось все с того, что мы вместе отдыхали в Джеджеле. В Джеджеле? Ты была в Джеджеле? Ну да, купались, загорали. Я вышла из моря. Я была совершенно одета в своем белом купальнике. И он, без всякой задней мысли, у него, наверное, в этот момент были только передние мысли, хлопнул меня всей пятерней по-дружески по тому самому месту, что ярко всплывает на 3-й минуте. И она нас застукала. Подняла крик. Ах, ох, а тебе не кажется, что ты его спровоцировала? Чем? Своим купальником? Ну, я бы даже сказала, не сколько купальником, сколько тем, что под купальником. Ну, она ведь тоже была в купальнике. И представь, у нее тоже есть то, что, как правило, находится под купальником. Ну, твое то, что находится под купальником, просится вырваться наружу гораздо активнее, чем то, что у нее под купальником. Я не знаю, что там у меня просится вырваться наружу, но наружу как раз вырвался ее вой. Она закатила скандал. А твой парень об этом знает? Мой парень? Моя подруга, друг, соратник, партнер? Он знает все. Он что, тоже был с тобой в Джеджеле? Ну да. Это как раз он и предложил. А зачем нам ехать в Тунис? Давай сразу в Джеджель. Стоп. А при чем здесь Тунис? Вот я говорю. А при чем здесь Тунис? Так, стоп. У нас сегодня тема «Подруги – это зло». Мы все время отклоняемся от этой темы. Но это ты отклоняешься.
А я вообще никогда и никуда не отклоняюсь. Решили в Джиджель, значит в Джиджель. Решили на Ибицу, значит на Ибицу. А ты кроме Ибицы еще о чем-то другом думаешь? А я вообще не думаю, поэтому не нарушаю правил сообщества. Да-да, конечно. Но не приходило тебе в голову, что эту ситуацию ты спровоцировала сама, и твоя подруга здесь ни при чем? Можно я тебе задам один нескромный вопрос? Сколько раз в день мужчины присылают тебе на твой мессенджер то, что они, как правило, любят присылать? Тебе показать? Как тебе вот этот? Ничего. Вот смотри. Ух ты, я даже не знала, что есть такие варианты. Всякие есть. Это как визитная карточка. Они разного цвета. Да, и формы, смотри. Я даже такого никогда не видела. Какая там тема? Да подожди ты, тема. 1, 2, 3, 4. Как ты думаешь, высылают ли твоей подруге мужчины то, что они, как правило, высылают тебе так активно и в таких объемах? Откуда я знаю? Я же не копаюсь в ее мессенджере, так как мы сейчас копались в моем. Может, и не высылают. Я же не виновата, что она серая мышка и не старается обратить на себя внимание и не подает повода. Но если она серая мышка, то кто же тогда ты? Я? Блондина? Единственная и неповторимая. Ты в этом уверена? Конечно. Да, но я тоже блондина. Единственная и неповторимая. Мы обе единственные и неповторимые. А что это у тебя за сравнение? Такие: женщина – моторная лодка, мужчина – водный лыжник. Кто тебе это все придумывает? Какая моторная лодка? Какой лыжник? Это аллегория. А тебе не кажется, что эта аллегория весьма странная? То есть я и ты в какой-то степени мы моторные лодки? Ты это хочешь сказать? Слушай, тебе не надоело? Моторные лодки, подруги – это зло. Давай лучше поговорим, например, на такую тему. Любовники – это добро. Так, стоп. Как-нибудь в следующий раз. Ну, конечно же, зло. Абсолютное зло. Беспардонное. Суют свой нос туда, куда не надо. Они часто дают свои бестолковые советы. А если у подруги с личными отношениями не сложилось, она, часто того не понимая, не осознавая, будет тебе желать того же, потому что подруга всегда остается соперницей. А потом обижаются и фотки не лайкают. Разве с тобой можно соперничать? А с тобой? Разве с нами можно соперничать? Давай на этой оптимистичной ноте распрощаемся. Что ты хочешь сказать напоследок нашим зрителям? Я хочу пожелать быть более требовательными и смотреть только качественный контент. И блондина в этом смысле то, что надо. Так что смотрите мое видео «Зло». Ссылка будет. Будет или не будет? Ну, конечно же, будет. Ну, нажимайте. Или вы не знаете, как это делается? Наводите туда, куда надо, свой курсор мыши и подписывайтесь. Итак, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях была блондина. Я сама не знаю, о чем мы поговорим в следующий раз. Может быть, о ревности, может быть, о жадности, а может быть и о трусиках. Самое главное, чтобы вы оставались с нами, с блондинами.